Вот такое дерево у меня получилось. Сейчас покажу с самого начала и до конца, каким образом я крепила все веточки на дерево. Вот веточка, которую мы с вами собирали. И здесь на задней части дерева, просто не входит все полностью в камеру, у меня есть свободное место. Итак, я протыкаю с помощью ножниц дырочку, отверстие, там, где хочу закрепить следующую веточку. Далее наношу клей. И вставляю в отверстие. Очень крепко, если где-то нужно, ну, соответственно, прижимаю. И креплю эту веточку. Следующий шаг. С помощью кусочков бумаги нам нужно эту веточку приклеить именно к дереву. То есть здесь перекрываем все переходы от веточки к дереву с помощью кусочка бумаги. То есть вот таким образом по кругу я сейчас все обклею бумагой. Таким же образом собраны все веточки у меня на дереве. Далее будем крепить листья и цветочки. Ориентируйтесь по ситуации. Можете собрать вот в такие небольшие веточки, то есть 3 закрытых бутона или 2 закрытых и листики, или просто одни цветочки, или можно собрать по 3 цветочка на веточке. Все зависит от того, как вы хотите разместить веточки на дереве. Вот у меня есть, пожалуйста, 3 веточки на одной ветки дерева, далее один листочек, например, и здесь по одному закрытому, по одному открытому, то есть тут уже просто размещаете, как вам больше нравится. Итак, как крепить готовые веточки, ну, вот, например, это на дерево. Я выбираю удобное для меня место на дереве, куда бы я хотела разместить, и просто приклеиваю сначала, отрезаю лишний хвостик. Далее наношу клей на ту часть, с которой стороны я хочу наклеить. Далее прикладываю к веточке. Вот у меня тут разметка есть, куда что крепить. Приклеиваю пока к бумаге. Именно сначала я приклеиваю, заматываю тейп-лентой этот кусочек, чтобы был плавный переход от веточки к дереву. И только после этого мы можем окрашивать наше дерево, потому что тейп-лента на краску ложится очень плохо, и прикрепить все эти веточки будет проблематично. Далее сюда же берем кусочек тейп-ленты небольшой, капаем капельку клея на него, чтобы сразу схватилось с бумагой, и начинаем обворачивать наш кусочек.
Обворачиваем с нажимом, конечно, и подтягивая тейп-ленту, чтобы она лучше схватилась. Перекрывая тем самым бумагу и часть нашей веточки. Хорошенько обклеиваем. И на конце тейп-ленты, порвалась, обязательно тоже будем капельку клея капать, чтобы тейп-лента не отошла. Она может отойти со временем. Чтобы этого не произошло, обязательно фиксируем капелькой клея. С одной стороны подклеиваем. И на конце тейп-ленты тоже. Аккуратно, чтобы все было ровно, чтобы тейп-лента ложилась тоже ровно. Подтягиваем ее аккуратно, сглаживая края. Вот я кусочек этот отрезаю. И здесь капаю капельку клея. Обязательно. Вот видите, она уже немножко отходит. Поэтому обязательно нужно ее фиксировать. Все, подошла. Если тейп-лента свеженькая, она, конечно, может держаться, но со временем подсохнет, и это идет. Поэтому лучше фиксировать. Далее то же самое делаем вот с этой веточкой. Здесь у меня будет один цветочек. Я его сейчас тоже подрежу немножко, нанесу капельку клея и размещу на веточке. Количество цветов, количество лепестков, все зависит только от вас. Сколько захотите, столько можете туда и добавить. Я хочу сделать воздушную композицию, поэтому для меня достаточно. Где-то 50 цветов у меня, плюс-минус, вместе с закрытыми бутонами, и где-то 120-130 листочков тоже здесь размещены по всему дереву. Видите, я тоже просто перематываю тейп-лентой полностью все аккуратно. Чем больше на дереве цветов, тем, конечно, это сложнее, но в целом ничего трудного в этом нет. Приматываем. Ну и, соответственно, делаем уже переход от плотного стебля к тоненькому цветочку с помощью тейп-ленты аккуратно. Капельку клея и закрываем. Далее, как только прикрепили, уже можете располагать цветочек в разные стороны, куда он будет смотреть. В целом здесь все точно так же выполнено. У меня осталось несколько цветочков. Я их сейчас добавлю в разные стороны на разные веточки. Я думаю, технология вам понятна. Тут уже никаких вопросов не должно быть.